Привет, YouTube, привет, сообщество! Сегодня у нас на результатах тестов Ультратек Урс со сталью М390. Любопытно, что это 10-й тест Ультратека на канале и только второй тест М390 Ультратека на канале. И так как М390 это основная сталь проекта Урса, то этот тест интересен вдвойне. И вообще, кстати, к слову о статистике, 10 тестов есть только сейчас у Спайдерки, но формально именно она сейчас наиболее прозрачная компания, потому что все 10 тестов Спайдерки опубликованы, а у Ультратека один тест до сих пор не опубликован. Какой? Пока тайна. В рамках этого теста было очень интересно понять три момента. Первый. Стабильность результатов М390 в рамках технологического производства Ультратек. Второй. Урс уже был с Elmax, а я, как вы знаете, очень тепло отношусь к этой стали, гораздо теплее, чем к М390. И мне было очень интересно понять, какая разница будет между двумя этими железками. И третий момент. Попытаться продифференцировать разницу в эргономике между сварным и Урсом. Заточка ножа не вызвала никаких проблем. Остроту нож принимал нормально, пластичность на очень хорошем уровне, и вообще в целом по заточке можно сказать, что не было ни одного момента, на котором бы стоило заострить внимание. Результаты, друзья, вы видите перед собой. В какой-то степени они открыты для трактовки, а в какой-то предельно конкретны. Давайте будем разбираться. Во-первых, сам по себе тест, он шел очень классическим способом. То есть это был хороший тест, хорошей железки, хорошего качества. Все было очень ожидаемо, очень ровно, очень хорошая первичная острота, хорошая рабочая, спокойное равномерное затупление, спокойная равномерная потеря остроты. Тест прошел крайне ровно, без каких-либо вопросов, без каких-либо проблем. Изначально у себя в голове я выставлял некую разбежку от результатов сварного, скажем так, в горизонте, наверное, 20% с поправкой на эргономику. Даже, наверное, 25%. Как вы видите, в эту разбежку нож вписался без каких-либо проблем. И, конечно же, важно отметить, двух тестов для вот прям четкой картины все-таки недостаточно. Тестов нужно больше, и их будет больше. Но два гораздо лучше, чем один. И когда результаты первые, достаточно феноменальные, интересные результаты подтверждаются от раза к разу, это очень приятно. По второму нашему вопросу, друзья, тут нет каких-либо иных трактовок. Результаты, они еще раз перед вами. И несмотря на всю мою любовь к Elmax, несмотря на все мое теплое отношение к этой железке, в рамках данных конкретных тестовых испытаний М390 сильнее. Однако, никто из вас не сможет сказать, что М390 задоминировала над Elmax прямо вот так его. Такого нет. Elmax по-прежнему прекрасная конкурентоспособная сталь, и я надеюсь, в будущем, может быть, я надеюсь, я не обещаю, надеюсь, может быть, будет возможность провести более глубокое сравнительное тестирование М390 Elmax. Потому что сейчас есть мнение, что условная, адекватная М390 тут, Elmax здесь. А мне кажется, М390 тут, а Elmax тут. Как бы они на одном уровне, но немножко в разных плоскостях. Пока все-таки кажется так. Пока меня вот эта картина не переубедила, хотя, конечно, позиции пошатнулись. Эргономика ножа касательно сравнения со сварным. Смотрите, здесь ситуация следующая. Эргономика сварна, она феноменальная. Невозможно добиться таких результатов, невозможно показать такие цифры, обладая плохой эргономикой и плохой геометрией. Это просто нереальная задача. Поэтому эргономика сварна феноменальная. Тем не менее, в рамках плоскостного силового реза разница между сварным и урсом тактильная, визуальная, цифровая в виде результатов. Вот эта разница, она очевидна. В рамках подобной постановки задачи Урс сильнее. В рамках плоскостного силового реза Урс сильнее. Меж тем, я хочу сделать отдельный выпуск, где попытаюсь сравнить слона и кита. На первый взгляд, когда мы смотрим на сварн, когда мы смотрим на Урс, особенно в рамках цены, эти ножи, если не кажутся похожими, но они кажутся стопроцентно одноклассниками. Меж тем, еще раз, разница между ножами колоссальная, и я не просто так ввел именно такой речеоборот слона и кита. Сравнить слона и кита нереально, и тем интереснее этот материал.
Такие, друзья, выводы по тесту, я думаю, уже почти всем на 100% очевидно. Несмотря на 10-й тест, несмотря на проведенную колоссальную, без всяких если, работу, картина, целостная картина понимания, как работает тот или иной элемент, как ведет себя сталь и так далее, она только-только начинает формироваться. И, безусловно, эта работа будет продолжена. Напомню, друзья, подробнее о тестах вы можете узнать, перейдя по ссылке в описании. А на сегодня у меня все. Спасибо вам за просмотр. До новых встреч. Пока.